Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на канале Animal Rescue. Подпишитесь на канал и дослушайте эту историю до конца, а мы начинаем. Каждое лето Федор помогал отцу в уходе за лошадьми, и они вместе отправлялись на прогулки по лесу. Мальчик с удовольствием наблюдал за животными, изучал их повадки и привычки. Он знал, что каждое животное имеет свою роль в экосистеме и помогает поддерживать ее баланс. Федор часто бывал в национальных парках и заповедниках, где мог ближе познакомиться с разнообразием животного мира. Он узнавал о различных видах животных, их особенностях и способах выживания в дикой природе. Когда Федор поступил в университет, он выбрал биологическую специальность, чтобы продолжить свои исследования в области охраны природы и защиты животных. Во время учебы он проводил полевые исследования, изучал биологию различных видов и узнавал о методах сохранения их среды обитания. После окончания университета Федор нашел работу в национальном парке. Он стал лесником и занимался охраной и контролем за состоянием экосистемы. Он патрулировал территорию, следил за животными, участвовал в реабилитации травмированных или потерявшихся животных. Федору было особенно важно восстановление численности редких и исчезающих видов. Он вел мониторинг популяции животных, изучал причины их исчезновения и предлагал меры по сохранению их численности. Мальчик Федор смог осуществить свою детскую мечту и стать лесником. Он продолжал работать в национальном парке, заботясь о природе и животных, и чувствовал себя счастливым, так как его работа помогала сохранить биологическое разнообразие и красоту окружающей природы. Но в какой-то момент произошла история, которая перевернула всю жизнь лесника и всех окружающих людей. Однажды лесник Федор наткнулся на странное зрелище, которого он никогда раньше не видел. Наблюдая за окрестностями с охотничьей вышки, чтобы выследить стадо диких кабанов и сосчитать их детенышей, он заметил большое количество беременных самок и шумную группу дятлов. Однако вскоре его внимание привлекло нечто еще более неожиданное. Когда он прятался в башне, он услышал стук копыт и осторожно выглянул наружу, чтобы обнаружить пробегающую мимо стаю волков в сопровождении маловероятного спутника – лошади. Федор был ошеломлен этим неожиданным зрелищем, но затем вспомнил историю, которую он слышал о лошади, пропавшей из соседней деревни несколько лет назад. Владелец лошади нашел ее в лесу, лежащей на земле и ухаживающей за выводком волчат. Лошадь, по-видимому, взяла на себя роль матери детенышей, и владелец несколько раз пытался вернуть лошадь домой, но безуспешно. Лошадь в конце концов исчезла в лесу, и считалось, что она присоединилась к стае волков. Федор скептически отнесся к этой истории, но, продолжая наблюдать за волками и лошадью, он понял, что этот необычный союз действительно был реальностью. Он был очарован идеей сосуществования лошади и стаи волков и, возможно, даже совместной охоты. Несмотря на то, что у него не было с собой фотоаппарата, он мысленно записал увиденное и позже подтвердил наличие как волчьих, так и лошадиных следов на снегу. Идя по следам, Федор наткнулся на сцену, которая подтвердила его подозрения. Лошадь мирно паслась на берегу реки, окруженная группой расслабленных волков. К его удивлению, один из волков подошел к лошади и начал игриво теребить ее за морду, а лошадь фыркнула и повернула голову в ответ. Федор быстро понял, что лошадь беременна, и был поражен странными симбиотическими отношениями между этими двумя совершенно разными существами. Он сделал столько снимков, сколько смог, и восхищался открывшимся перед ним зрелищем. Это странное стадо волков и лошадей продолжало очаровывать его, и в ближайшие месяцы он проведет много часов, наблюдая за ними со своей башни. В заключение, встреча Федора с этим уникальным стадом животных стала свидетельством невероятного разнообразия природы и ее способности удивлять нас неожиданными взаимоотношениями и поведением. Хотя детали их динамики остаются загадкой, ясно, что эта связь между лошадью и стаей волков была чем-то действительно экстраординарным.
Продолжая наблюдать за стадом, Федор заметил, что волки относились к лошади как к своей собственной. Они играли с ним и даже защищали его, если другое животное подходило слишком близко. Федор также заметил, что лошадь была не просто пассивным членом стаи, а активным участником их охотничьих затей. Лошадь использовала бы свою скорость и ловкость, чтобы преследовать добычу и помогать волкам совершать убийства. В течение следующих нескольких месяцев Федор часами наблюдал за странным стадом со своей башни, делая заметки и зарисовки их поведения. Он также начал совершать поездки в деревню, чтобы собрать информацию о пропавшей лошади. Он обнаружил, что лошадь когда-то была призовым жеребцом, известным своей красотой и силой, но пришла в негодность после смерти ее владельца. Лошадь была приючена семьей в деревне, но она всегда казалась беспокойной и в конце концов забрела в лес. Продолжая изучать табун, Федор заметил, что лошадь была близка к родам. Он позаботился о том, чтобы быть рядом со стадом во время родов, и был поражен, увидев, что волки защищают новорожденного жеребенка и заботятся о нем так же, как о своих собственных детенышах. Жеребенок представлял собой идеальную смесь лошади и волка, с сильными ногами и острыми глазами, как у волков, и гладкой, блестящей шерстью, как у лошади. Шли годы, а табун продолжал процветать, жеребенок превратился в сильную молодую лошадь, и стая волков приняла его как своего. Федор продолжал наблюдать за ними со своей башни, теперь с камерой в руке, и задокументировал их странные, но прекрасные отношения. Он даже начал привлекать в лес других посетителей, которым было интересно увидеть это уникальное стадо своими глазами. В конце концов Федор уволился с должности лесничего и посвятил свою жизнь изучению и документированию стада. Он писал книги и выступал с докладами об их увлекательных отношениях и стал известен как ведущий эксперт по этой странной и прекрасной связи между лошадью и стаей волков. Его открытие изменило представление людей о мире природы и взаимоотношениях, которые могут складываться у животных. Это показало, что природа полна сюрпризов и что все возможно, если существа способны адаптироваться и найти общий язык. Табун лошадей и волков стал символом надежды и стойкости, напоминанием о том, что даже самые невероятные существа могут собраться вместе и сформировать узы, способные выдержать испытания временем. Дорогие друзья, спасибо, что просмотрели данное видео до конца, проявите, пожалуйста, активность в комментариях и подписывайтесь на канал. До свидания.